Привет! Меня зовут Воронкова Юля, я очень люблю сладкое и не люблю полнеть. В этом видео я покажу, как приготовить очень интересный как по вкусу, так и внешне низкокалорийный и низкоуглеводный торт мохито с мятой и лаймом. Сначала приготовлю мятный настой. Для этого листики мяты примерно с 3 веточек заливаю кипятком, накрываю и оставляю на несколько часов, пока готовится и остывает бисквит. В блендер помещаю 200 грамм шпината, лучше брать уже измельченный. Добавляю примерно 15 грамм листиков мяты и измельчаю блендером. Добавляю одно яйцо, чтобы помочь блендеру сделать более однородную массу. Теперь добавляю еще 2 яйца. Снимаю со стенок то, что прилипло. И снова взбиваю. Добавляю 50 грамм эритрита и опять взбиваю. К этой массе добавляю 10 грамм разрыхлителя и 50 грамм кокосовой муки. Окончательно взбиваю миксером. Если у вас есть псилиум, можно добавить 10 грамм, чтобы было попышнее. Перекладываю тесто в форму диаметром 14 сантиметров. Хорошенько выравниваю и отправляю выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 50 минут. Готовый бисквит охладить, срезать шапочку и разделить на 2 равных коржа. Получается такой красивый зеленый цвет, но сам по себе этот бисквит есть не очень интересно. Для крема нужно подготовить желатин. В миске у меня 8 грамм. Заливаю желатин 30 мл остывшей мятной воды. Перемешиваю и дальше действую по инструкции, указанной на пачке, так как желатин бывает разный. Для крема потребуется 300 мл густого кокосового молока или натурального йогурта. Здесь у меня йогурт. Добавляю 8 грамм сахарозаменителя, а также цедру и сок целого лайма. Можно заменить и на лимон, но на мой взгляд с лаймом гораздо интереснее. Перемешиваю. Добавляю расплавленный по инструкции желатин и снова перемешиваю. Для сборки торта я решила использовать кольцо большего диаметра, но можно не усложнять и собирать в том же кольце, в котором выпекался бисквит. Выкладываю бисквит ровно в серединку, пропитываю бисквит мятной водой и выливаю примерно половину крема. Сверху аккуратно кладу второй бисквит. Пропитываю. Заметьте, что я практически не касаюсь кисточкой, чтобы бисквит не утонул. Кстати, если хотите прямо мятный торт, то можно растворить в этой пропитке любую мятную конфетку. Сверху выливаю оставшийся крем. Торт нужно аккуратненько потрясти и убрать в холодильник минимум на 6 часов до полного застывания. Чтобы удобно извлечь готовый торт из формы, прикладываю к форме горячее и отжатое полотенце. Когда оно полностью остынет, очень аккуратно снимаю кольцо.
С йогуртом получается такой глянцевый торт со свежим кисленьким вкусом, а с кокосовым молоком получается более матовый и практически без кислинки, но и калорийность немного больше. Выбирайте вариант по своему вкусу, но лично мне больше понравился с кокосовым молоком, а мужу с йогуртом, поэтому не могу однозначно сказать, какой вариант вкуснее. Если вам понравился этот рецепт, поставьте ему лайк и подписывайтесь на мой канал. Приятного вам аппетита!